Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вслед за топом о 10 лучших фильмов всех времен настало время поговорить и о лучших мультфильмах. Хотя все же стоит отметить, что в дальнейшем речь пойдет не о привычной для нас мультипликации, как тот же «Король Лев» или «Ну погоди», а скорее об анимационных современных фильмах по типу «Зверополиса». Так что не держитесь за старые, и мы начинаем. Открывает наш рейтинг американский анимационный фильм «Рататуй». Лента стала лучшим анимационным фильмом года, получив преимущественно положительные отзывы. Многие говорили, что их подкупил искрометный юмор, а другие отмечали безупречную анимацию и тонко выверенные детали. К примеру, по уверению создателей ленты, шерсть главного персонажа состоит из более 1 миллиона волосков. Сюжет расскажет о Реми. Он крыс, обладающий уникальным вкусом. Реми готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Живет он со своими сородичами, которые его не понимают и не принимают его увлечение кулинарией. Когда Реми случайно попадает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шансом и проверить свои навыки. На эту кухню попадает и юный Лингвини. Все, на что он может рассчитывать, это должность уборщика, но встреча с Реми может все изменить. Самый дорогой анимационный фильм всех времен и третья, самая дорогая лента вообще, уступая лишь «Пиратам Карибского моря на краю света» и «Возвращению Супермена». 9 место. «Рапунцель. Запутанная история». Также не отстает в плане графики. К примеру, для того, чтобы зрители поверили, что на экране настоящие волосы Рапунцель, была разработана специальная программа, которая помогала передать движение натуральных волос. Картина повествует об обаятельном разбойнике по имени Флинн. Он путешествует по жизни с легкостью, лишь потому что он красив, болтлив и удачлив. И казалось, фортуна всегда на его стороне, пока однажды он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в качестве спокойного убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапунцель. И если вы думаете, что самое интересное в ней это 21 метр волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь. Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений, Рапунцель решает использовать Флинна в качестве билета в большой мир. Вместе с главными персонажами в авантюрное путешествие отправятся бравый конь-ищейка Маркус, ручной хамелеон и шайка сумасбродных разбойников. Сидеть. Что? Отдай сапог. Отдай. О, какой хороший мальчик. Какой молодец. Устал гоняться за этим бандитом по всему лесу, да? Не понял. Никто тебя не ценит, дружок. Никто. Этой ленте не понаслышке знакома тема трехмерной компьютерной анимации, ведь именно она стала первым полнометражным анимационным фильмом и первым полнометражным мультфильмом студии Pixar. История игрушек открыла новую эпоху мультипликации, эпоху популярности компьютерной анимации. Американский институт кино даже причислил ленту как 99-й величайший фильм в истории американского кино. Это сейчас все проще, а тогда на обработку каждого кадра мультфильма ушло от 4 до 13 часов. Кстати, исполнительным продюсером картины выступил Стив Джобс. Основная идея фильма – каждая игрушка боится надоесть, стать забытой, замененной другой, так как весь смысл их существования – доставлять счастье своим хозяевам. Главные герои – живые игрушки, обитающие в комнате их владельца, мальчика по имени Энди. Ежегодно ко дню рождения ему дарят новые игрушки, поэтому для старых этот день становится источником большого волнения, так как появление новой игрушки может сулить забвение старой. Еще с детского сада любимой игрушкой мальчика был тряпчаный ковбой по имени Вуди. Но все меняется, когда к очередному дню рождения Энди дарят суперпопулярного астро-рейнджера База Лейтера. Сид, иди сюда. Ладно.
Ты в порядке? Я горжусь тобой, шериф. Другой бы заговорил под такими пытками. Мы считаем, что они страшные, но на самом деле их пугаем мы. Именно под таким слоганом, ставший самым кассовым анимационным фильмом своего времени, 7-е место нашего рейтинга занимает лента «Корпорация монстров». При этом картина все же проиграла сражение за Оскар в категории «Лучший анимационный фильм» другому хиту 2001 года, а именно первой части Шрека, удостоившись лишь награды за лучшую музыку. Сюжет картины расскажет о параллельном мире и городе под названием Монстрополис, который населяют монстры. Электроэнергию для своего города монстры извлекают из криков человеческих детей. Поэтому главным предприятием Монстрополиса является электростанция и по совместительству фабрика страха – Корпорация монстров. На ней с помощью специальных аппаратов монстры, работающие страшилами, проникают в человеческий мир через двери стенных шкафов, которые ведут в комнаты детей. Но не все так гладко. Город может настигнуть энергетический кризис, ведь появляется все больше детей, которые перестают бояться монстров. Еще и ко всему, однажды в их мир попадает ребенок, а с детьми столько хлопот, что они могут довести даже монстров. Так, давай, запускай его. Покажи, на что ты способен. Приготовиться к броску. Раскачаем. Два качаем. Мощный бросок. И он далеко! Мам, опять аллигатор в дом заполз. Опять? Дай-ка сюда лопату. Вот тебе! Дай ему как следует. Еще один обладатель премии «Оскар» за лучший анимационный фильм расположился на 6-м месте, и это «Город героев». Об анимационных достижениях картины лучше и не начинать говорить. Здесь и автоматическое создание персонажей, создание анимационной копии Сан-Франциско с 19 миллионов строительных деталей, и полностью смоделированы почти все законы оптики. В общем, не зря Оскар. В основу сценария же был положен одноименный комикс Marvel Big Hero 6, хотя все же стоит отметить его отличие от первоисточника. К примеру, несколько персонажей из комикса не попали в фильм из-за проблем с получением прав на их использование. Несмотря на это, в фильме засветилось около 700 уникальных персонажей. Для сравнения, в «Холодном сердце» 2013 было 270 персонажей, а в мультфильме «Ральф» 2012 185. Лента повествует о юноше по имени Хиро Хамада. Он прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в техническом университете города будущего Сан-Франциско. После серии загадочных событий друзья оказываются в центре коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину. Он может быть где угодно. Птичка. Когда проблемы тянут ко дну, смотри вверх. Каннский кинофестиваль впервые в своей истории открылся показом мультфильма, и этим мультфильмом стал «Вверх». У него также Оскар за лучший анимационный фильм и куча восторженных отзывов. Картина повествует о 78-летнем ворчуне по имени Карл Фредриксон. Он считает, что жизнь обходит его стороной, и чтобы сдержать обещание, данное своей почившей жене, он решает осуществить свою мечту о великом приключении, привязав 1000 воздушных шаров к своему дому и улетев в дебри Южной Америки. Не пролетев и полмили, путешественник обнаруживает, что он ненароком прихватил с собой крайне разговорчивого и неисправимо жизнерадостного 8-летнего мальчика по имени Рассел. Две противоположности вынуждены взаимодействовать друг с другом, чтобы преодолеть множество опасностей дикой природы, противостоять неожиданным врагам и находить новых друзей, населяющих джунгли. Ого, вот здорово! Попробуйте, мистер Фредриксон! А вот этот автобус довезет меня прямо до дома! Эй, а я отсюда все вижу! Постарайся не дергаться! Ха! Да, это не выход. Удостоившись Оскара в той же номинации, лучший анимационный фильм, 4-е место занимает лента «Головоломка». Мне чуть не странным является тот факт,
что идея мультфильма пришла к режиссеру Питу Докеру после того, как его собственная дочь прошла через трудный подростковый период. Райли – обычная 11-летняя школьница, и как у каждого из нас ее поведение определяют 5 базовых эмоций – радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказывается, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха. Чтобы наладить жизнь в большом городе, освоиться в новой школе и подружиться с одноклассниками, эмоциям Райли снова предстоит научиться работать сообща. Это потенциальные катастрофы. Угрозы представляют пожар, обрушение пола или то, что нас к доске вызовут. Остальное вряд ли возможно. Ну-ка, внимание, у нас новенькая в классе. Что, прям так? С места в карьер? Она не имела права! Райли, не хочешь встать и рассказать нам о себе? Нет! Делай вид, что проглотила язык! Получившая практически одни положительные отзывы лента «Как приручить дракона» забирает бронзу нашего рейтинга. Высокое качество исполнения визуальных эффектов и особо представленная трогательность отношений между персонажами – вот что, по мнению многих критиков, является изюминкой картины. В плане визуальных эффектов студия DreamWorks попыталась и превзошла самих себя. К примеру, по сравнению с тем же первым Шреком, когда было использовано 6 терабайт данных, для визуализации которых понадобилось 5 миллионов часов, то в «Как приручить дракона» уже понадобилось 50 миллионов часов рендеринга 100 терабайт данных. При этом конвертации были бесперерывно заняты 10 тысяч ядер в течение 28 недель. Наградой в том числе стала и полученная на 67-м Венецианском кинофестивале вместе с фильмом «Аватар» премия Pistol 3D. Из мультфильма вы узнаете историю подростка Икинга, которому не слишком близки традиции его героического племени викингов, много лет ведущих войну с драконами. Мир Икинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно встречает дракона Беззубика, который поможет ему и другим викингам увидеть привычный мир с совершенно другой стороны. Так ты Беззубик. А мне казалось, у тебя есть зубы. Серебро нашего рейтинга и золото Оскара 2017 года в номинации «Лучший анимационный фильм» достается ленте «Зверополис». Новейшие технологии в области анимации, прекрасный сюжет, затрагивающий серьезные темы, изобилие качественного юмора и, как следствие, 5-е место в списке самых кассовых мультфильмов всех времен. Лента также установила ряд рекордов, например, став самым кассовым мультфильмом в России и Китае, а общие кассовые сборы превысили $1 миллиард. Сюжет перенесет вас в Зверополис, современный город, населенный самыми различными животными, от огромных слонов до крошечных мышек. В этом городе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хопс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее напарником будет болтливый и хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса. 9:40. Твоя доля. Подгузник поправь, пока не упал. Эй, а поцеловаться с папкой? Еще раз чмокнешь, откушу тебе нос, понял? Вселенский аннигилятор, ландшафтный, легкий, интеллектуальный. Как вы уже наверняка поняли, речь идет о Валли. Также удостоился звания «Лучший анимационный фильм своего года». К тому же лента стала первым фильмом студии Pixar, в котором использовалась игра живых актеров. Безусловно, критики в большинстве положительно отозвались о картине, хотя отмечали схожесть персонажей роботов Валли и Джонни 5 из фильма «Короткое замыкание», а обозреватель сайта Technology заметил, что хотя и трудно провести черту между вдохновением и плагиатом, но здесь, похоже, Pixar балансирует на самой грани.
Картина расскажет историю робота Валли, который из года в год вот уже 700 лет прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю. Ева. Ну что ж, надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь интересными мыслями в комментариях. Мир вам и всего доброго!